Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы продолжаем и заканчиваем цикл лекций по физике для студентов первого курса. Также сегодня мы продолжаем разбираться с электромагнитными излучениями, а точнее разберем вопросы, касающиеся восприятия электромагнитного излучения при помощи оптической системы глаза. Разберем, как можно использовать оптическое излучение с применением таких приборов, как микроскоп разных видов микроскопов. Кроме того, нас также будут интересовать вопросы, которые связаны с недостатками оптической системы глаза и возможности их устранения. И посмотрим также различные виды микроскопов, в том числе нам будет также интересен вопрос работы устройства электронного микроскопа. Итак, по традиции рассматриваем вопросы, которые у нас вынесены на дифференцированный зачет. То есть 3 вопроса. Это оптическая система глаза. Первое, что мы сегодня как раз рассмотрим. Также недостатки оптической системы глаза, разрешающая способность оптической системы глаза. Кроме того, также мы рассматриваем оптическую микроскопию, формирование изображений при помощи микроскопа, каким образом можно уменьшить предел разрешения, увеличить разрешающую способность. Ну и вот последний вопрос, он также у нас сегодня будет рассмотрен на лекции, это электронный микроскоп. Все эти вопросы у нас сегодня будут рассмотрены на лекции, но может что-то останется на самостоятельное изучение. Так, ну и первое, что мы сегодня должны рассмотреть, это оптическая система глаза. То есть все знают, как устроен глаз. Нас, естественно, интересует способность глаза формировать изображение на сетчатке. И, кроме того, также нас интересует светопреломляющий свет глаза, интересует вопрос получения изображения одинаково четкого на сетчатке, независимо от того, на каком расстоянии мы рассматриваем данный объект. Ну, вообще можно сказать, что это биологическое устройство, которое осуществляет прием света. Свет, вспоминаем, что это электромагнитные волны, но глаз человека способен воспринимать электромагнитные волны в видимом диапазоне. Также, конечно, если бы не хрусталик, сетчатка могла бы и фиксировать ультрафиолетовое излучение, но за счет сред глаза у нас ультрафиолетовое излучение не действует на сетчатку, и как бы это уже и защитная функция глаза, потому что ультрафиолет уже негативное оказывало бы воздействие на сетчатку. Итак, это биологическое устройство, которое осуществляет прием света и его первичную обработку, прежде чем у нас сигналы по зрительному нерву будут поступать в глаз, в мозг. Здесь у нас показано также светочувствительная часть глаза, то есть сетчатка вынесена, то есть сетчатка у нас имеет несколько слоев клеток. Нас интересует в большей степени, вот именно с точки зрения нашего предмета, это работа колбочек и палочек. Тоже подробнее об этом затем поговорим. Ну и в общем можно сказать, что глаз имеет светопреломляющий аппарат или рефракционный аппарат, и также световоспринимающий аппарат, сенсорный, рецепторный по-другому можно назвать. Кроме того, также можно отдельно выделить еще и аккомодационный аппарат. То есть кто-то выделяет 2 основные системы глаза, кто-то выделяет 3. Аккомодационный аппарат у нас он как раз позволяет получить четкое изображение, независимо от того, на каком расстоянии у нас находится данный предмет. Ну и что касается светопреломляющего аппарата, то здесь у нас рассматриваются следующие преломляющие среды. Это, во-первых, роговица, куда у нас первоначально падает световой поток. Далее идет влага передней камеры. Здесь также происходит преломление света. Следующая у нас среда – это хрусталик. И последнее – это стекловидное тело. Все эти среды являются центрированной оптической системой, то есть их оптические центры лежат на одной оси, на оптической оси глаза. Вот она у нас здесь показана, оптическая ось глаза. И можно рассматривать работу данной системы как одной линзы. То есть если мы говорим, что система является центрированной оптической системой, то в принципе возможно рассмотрение системы как
линзы, то есть по правилам производить построение изображения, которое получено, в данном случае по правилам линзы. Кроме того, здесь также выделяют зрительную ось, то есть это ось, по отношению к которой мы наблюдаем максимальную чувствительность глаза. То здесь у нас происходит максимальное восприятие цвета, и глаз может достаточно четко рассматривать мелкие предметы. Это зрительная ось, и она у нас проходит через оптический центр хрусталика и также через желтое пятно. Желтое пятно оно у нас состоит в основном из колбочек. И в данном случае у нас вот как раз наблюдается максимальная чувствительность глаза, возможность рассматривать мелкие предметы, максимальное световое ощущение. То есть в центре глаза у нас как раз максимальное восприятие происходит. Это вот что касается преломляющих сред глаза. Ну и также давайте сейчас посмотрим показатели преломления данных сред. Для примера тут также у нас показаны показатели преломления воды и воздуха. То есть в воде у нас показатель преломления 1,33, в воздухе единица. Ну, вот роговица, первая среда, которая у нас преломляет свет, это 1,38. Влага передней камеры имеет показатель преломления 1,34. Хрусталик, у него максимальный показатель преломления, среднее его значение 1,41. И стекловидное тело имеет показатель преломления 1,34. Глядя на данные показатели, можно подумать все-таки, какая среда у нас обладает максимальной оптической силой, то есть какая среда обладает максимальной возможностью преломлять свет. И обычно, глядя на хрусталик, говорят, что да, раз у хрусталика максимальный показатель преломления, то в данном случае у нас оптическая сила тоже будет максимальной. Ну, давайте посмотрим на следующий слайд. Оптическая сила у нас будет максимальна у роговицы. Видим, это 43 диоптрии. Хрусталик имеет оптическую силу от 18 до 20 диоптрий, хотя, как мы посмотрели, показатель преломления здесь будет самый большой. Влага передней камеры имеет оптическую силу от 3 до 5 диоптрий. Ну и общая оптическая сила глазного яблока 63-65 диоптрий, где-то пишется усредненная 60 диоптрий. То есть мы видим, что у нас почему-то роговица характеризуется максимальной оптической силой, хотя показатель преломления роговицы, вот здесь у нас на рисунке показано, 1,376. Ну вот если посмотреть на показатели преломления оптических сред глаза, то мы видим, что они не сильно отличаются друг от друга. Ну тут у хрусталика вот на рисунке вообще какой-то небольшой показатель преломления, но нам сейчас это не важно. То есть в зависимости от состояния, конечно, хрусталика. В данном случае у нас роговица, она граничит с воздухом, и показатель преломления воздуха у нас равен единице. То есть преломляясь и на границе сред воздух роговица, у нас свет максимально преломляется, потому что показатели преломления роговицы и воздуха у нас очень сильно отличаются. Далее уже оптические среды глаза у нас характеризуются практически одинаковой способностью преломлять свет, поэтому оптические силы их уже будут меньше, чем у роговицы, потому что у нас роговица граничит с воздухом, и у воздуха показатель преломления намного меньше, чем у роговицы. То есть этим как раз объясняется тот факт, что роговица у нас характеризуется максимальной оптической силой. Если, конечно, человек будет находиться в воде, то уже оптическая сила роговицы будет снижена, потому что у воды показатель преломления 1,33. И оптическая сила глаза в том случае тоже будет уменьшена. Для того, чтобы получить изображение, которое формируется на сетчатке, иногда используют приведенный глаз. Это модель глаза, однородная сферическая линза. Радиус данной линзы передней поверхности
этой линзы 6,8 мм, длина 24,3 мм, ну и показатель преломления в данном случае 1,4. То есть данная линза, она используется для построения изображения. Оптическая сила примерно такая же, как у глаза, 63 диоптрии. Ну и вот если мы воспользуемся данной линзой и также произведем анализ прохождения лучей внутри глаза, проходя через оптические среды глаза, светопреломляющие среды, мы как раз вот получим то изображение, которое получается на сетчатке. В данном случае у нас формируется перевернутое, уменьшенное изображение, изображение будет действительным. То есть изображение, которое мы получаем на сетчатке, оно перевернуто, но после обработки головным мозгом, нервной системой нашей, у нас все встает на свои места, и мы видим все так, как оно есть на самом деле. Ну и кроме того, также у нас, вот мы говорим, что действительно изображение может быть при использовании оптических приборов получено мнимое изображение, то есть то изображение, которое на самом деле не находится в поле зрения, но за счет использования оптических приборов на сетчатке формируется изображение, которое соответствует тому предмету, который мы рассматриваем при помощи оптического прибора, например, микроскопа. Кроме того, нам нужно опять же остановиться на вопросе формирования четкого изображения на сетчатке. Если мы вспомним формулу линзы, здесь она у нас показана, то мы можем сказать, что если у нас изменяется расстояние от предмета до линзы, в нашем случае это глаз, то для получения четкого изображения на экране, то есть на сетчатке, нам также нужно изменять расстояние от хрусталика до сетчатки. Что касается глаза человека, это невозможно. То есть мы не можем изменить расстояние от хрусталика до сетчатки. Это фиксированное расстояние. У некоторых животных, например, головоногих, изменяется расстояние между хрусталиком и сетчаткой. Некоторые рыбы имеют такую способность. То есть за счет этого получают четкое изображение. Что касается человека, то в данном случае используется другой механизм формирования четкого изображения – это аккомодация. То есть это изменение кривизны хрусталика, изменение оптической силы хрусталика. Итак, аккомодация – это способность глаза к образованию на сетчатой оболочке четкого изображения или одинаково резкого изображения различных удаленных предметов и изменяется за счет изменения оптической силы глаза, ну, точнее, изменяется оптическая сила хрусталика за счет изменения кривизны преломляющих поверхностей хрусталика. За счет этого у нас происходит формирование четкого изображения, если мы рассматриваем предметы на очень близком расстоянии, на расстоянии меньшем, чем расстояние наилучшего видения. Итак, что происходит в случае аккомодации? То есть если у нас, во-первых, предмет находится на большом расстоянии, глаз находится в расслабленном состоянии, то есть не происходит напряжение аккомодации, то в данном случае у нас будет расслабленная ресничная мышца, а вот глаз, хрусталик будет находиться как бы в растянутом состоянии за счет натяжения связок. Итак, в данном случае цилиарные мышцы расслаблены, ну или ресничная мышца, можно сказать, расслаблена, а цилиарные связки будут натянуты. За счет этого хрусталик имеет более более плоский вид, и радиус кривизны его поверхности в данном случае будет соответствовать 10 мм и 6 мм. В том случае, когда мы предмет рассматриваем на близком расстоянии, то за счет того, что поступает сигнал в головной мозг, у нас происходит рефлекторное изменение формы хрусталиков за счет того, что мышцы будут в данном случае сокращаться, ну а связки, наоборот, будут ослабляться. За счет этого формируется изображение на сетчатке, четкое изображение на сетчатке при приближении объекта к глазу, ну, на более близкое расстояние. То есть форма хрусталика изменяется, он становится более выпуклым,
И в данном случае радиус кривизны поверхности хрусталика будет уменьшаться до 5,5 мм, то есть форма хрусталика будет более выпуклая. Ну, это вот эти вот расстояния, вот эти значения формы хрусталика и его кривизны поверхности, они соответствуют ситуации, когда у нас максимальная аккомодация наблюдается, то есть когда мы приближаем предмет максимально близко, когда мы можем получать еще четкое изображение. То есть за счет того, что у нас изменяется кривизна хрусталика, мы можем получать четкое изображение на сетчатой оболочке. Изменяется оптическая сила хрусталика, но изменяется также и оптическая сила глаза, то есть до 70 диоптрий при рассмотрении предметов вблизи глаза. Ну, тут то же самое можно еще раз посмотреть, как происходит аккомодация. То есть если мы рассматриваем на далеком расстоянии, глаз находится в расслабленном состоянии, то есть мышца ресничного тела у нас ослаблена, ну а хрусталик в данном случае у нас воплощен. При приближении у нас наоборот происходит укорачивание хрусталика, хрусталик становится более выпуклым, поэтому мы получаем четкое изображение на сетчатке. Так, ну и вот что касается как раз аккомодации, то нам важно также ввести такое понятие, как расстояние наилучшего зрения, расстояние, на котором средний глаз дает четкое изображение без чрезмерного напряжения аккомодации. То есть тогда, когда у нас глаз не напряжен, вот минимальное расстояние, когда мы глаз не напрягаем и видим достаточно хорошо изображение вблизи, это 25 сантиметров. Далее, если мы приближаем предмет еще ближе, то требуется уже аккомодация напряжения глаза, сокращение ресничной мышцы и изменение уже в данном случае формы хрусталика. Кроме того, существует еще у нас такое понятие, как точка ясного видения. То есть это минимальное расстояние, на котором мы можем еще, используя аккомодацию, получить четкое изображение предмета. С возрастом данное расстояние увеличивается, потому что у нас изменяется эластичность хрусталика. То есть чем ближе мы приближаем, во-первых, предмет, тем меньше у нас возможности уже получить четкое изображение. То есть минимальная вот точка ясного видения, она находится в пределах 70 сантиметров, это у детей, а с возрастом это расстояние уже будет увеличиваться за счет того, что эластичность хрусталика у нас уменьшается. Кроме того, для того, чтобы оценить остроту зрения, мы используем такое понятие, как угол зрения. Вообще существует как раз вот для оценки остроты зрения используется понятие минимального угла зрения, но вот угол зрения, общее понятие, это угол, который образован лучами, проведенными от крайних точек предмета через оптический центр глаза. У нас здесь как раз показано, что у нас предмет находится на разном расстоянии, и через крайние точки этого предмета и оптический центр мы проводим лучи, ну и можно оценить тот угол, под которым мы видим данный предмет. Минимальный угол зрения, наименьший угол зрения, при котором мы будем раздельно видеть две точки предмета, две светящиеся точки предмета, соответствует 1 минуте для нормального здорового глаза. И как раз вот данная характеристика нам позволяет оценить разрешающую способность глаза. В данном случае вот этот угол соответствует расстоянию между двумя точками предмета, светящимися точками предмета, который находится на расстоянии 70 микрометров и находится на расстоянии наилучшего зрения. На сетчатке в данном случае у нас будет получено изображение размерами 5 микрометров. То есть мы вспоминаем, что на сетчатке у нас изображение будет уменьшенное, перевернутое. Ну и вот это вот расстояние соответствует среднему расстоянию между двумя колбочками.
Что касается световоспринимающего аппарата глаза, то есть уже формирование нервного импульса для обработки уже и формирования а, зрительных объектов, изображения зрительных объектов, которые находятся вокруг нас, то можно сказать, что в данном случае мы все-таки имеем возможность воспринимать электромагнитные колебания в диапазоне длин волн от 760 до 380 нанометров. Свет, во-первых, у нас преломляется глазу, и у нас действует он на рецепторы зрительных клеток, это колбочки и палочки, вызывает в них фотохимические реакции, то есть происходит разложение пигмента, зрительного пигмента. Например, если мы говорим о палочках, то в данном случае адапсин разлагается. И далее у нас образуется нервный импульс, который поступает в головной мозг. Таким образом у нас формируется зрительное ощущение. Ну и световоспринимающий аппарат глаза у нас представлен сетчаткой. Толщина сетчатки у нас, вот если говорить о параметрах, от 0,05 до 0,5 миллиметров. Ну и тоже вот что касается строения сетчатки, можно сказать, что у нас в центре, там где у нас находится желтое пятно, находятся только колбочки. Далее у нас по периферии в основном находятся палочки, ну а вот остальная часть сетчатки, она заполнена и колбочками, и палочками. Но вот чем дальше от центра, тем больше у нас будет наблюдаться палочек. Палочек в глазу находится около 130 миллионов, колбочек 7 миллионов. Также есть слепое пятно, там, где выходит зрительный нерв, там у нас светочувствительных клеток не наблюдается, то есть нет светочувствительных клеток. Так, ну и вот что касается палочек, сначала разберемся. То есть они не обеспечивают различие цветов, то есть образуются одинаковые у нас нервные импульсы, независимо от того, каким цветом характеризуется данный предмет. И мы видим в данном случае в серо-голубом цвете предметы при недостаточном освещении. То есть палочки, они характеризуются высокой светочувствительностью, формируют как раз ночное зрение, можно сказать, и также отвечают за периферическое зрение. Что касается колбочек, то колбочки у нас характеризуются низкой светочувствительностью, то есть для того, чтобы у нас произошло образование зрительного сигнала при помощи колбочек, освещенность должна быть достаточной. То есть у нас нет возможности работать колбочек при низкой освещенности, но колбочки еще обладают способностью различать мелкие детали, то есть за счет работы колбочек мы видим мелкие детали, то есть здесь у нас разрешающая способность будет выше. Кроме того, вот по простейшей теории образования светоощущения мы можем сказать, что существует три основных типа колбочек, которые отвечают за красный, зеленый и синий цвета. Но за счет того, что их спектральные кривые перекрываются, мы можем видеть другие цвета, то есть более насыщенное у нас уже светоощущение. То есть за счет того, что перекрываются кривые, мы можем как раз получать различные другие цвета. Кроме того, что касается также восприятия объектов, как мы уже сказали, зависит от освещенности объектов. Ну вот, например, некоторые животные у нас имеют возможность возвращать цветовые лучи, то есть они имеют специальный экран, светоотражающий экран топетом. То есть некоторые видели, что у животных наблюдается свечение глаз, у кошек, у собак. Это как раз этим объясняется, и за счет этого происходит увеличение потока света, который в данном случае формирует изображение. У человека нет такой возможности, но кроме того, все равно есть адаптация
к получению изображения при недостаточном освещении. Во-первых, у нас зрачок может изменять свой диаметр, то есть от 1,8 мм до 7,5 мм, то есть 17 раз увеличивается площадь зрачка. Но вот если говорить по освещенности, все-таки у нас будет увеличиваться не в 17 раз, а в 10 раз. Кроме того, то есть вот первая возможность увеличить количество света, который поступает в глаз, если мы находимся в недостаточно освещенном помещении, это увеличение диаметра зрачка. Кроме того, также существует возможность увеличения количества разлагаемого пигмента в палочках. Но вот данный процесс, он достаточно длительный, то есть до где-то часа может занимать время, то есть максимальная адаптация. То есть сначала происходит нарастание количества разлагаемого пигмента в первые 30 минут, затем более медленно у нас происходит адаптация к к темной комнате, ну и до 50-60 минут может длиться эта адаптация. Ну а вот если говорить все-таки про увеличение диаметра зрачка, то тут достаточно несколько минут и происходит изменение потока света, который поступает в глаз. Но опять же, увеличение размеров зрачка приводит к тому, что у нас наблюдается дифракция, и это может также изменить качество воспринимаемого объекта, качество зрительного восприятия, потому что дифракция, она приводит к тому, что искажается у нас предметы. Ну и кроме того, вот что касается светочувствительности, она понижается с возрастом из-за того, что изменяются оптические свойства склеры, зрачка, ну и также рецепторов восприятия. Это что касается светочувствительной части глаза, возможности воспринимать цветовые ощущения и формирования нервного импульса. То есть за счет того, что свет у нас попадает на сетчатку, происходит разложение пигмента в светочувствительных клетках, колбочках и палочках. И далее у нас уже происходит образование нервного импульса, который у нас распространяется по зрительному нерву в головной мозг. Это вот что касается образования изображения. Ну а сейчас поговорим о недостатках оптической системы глаза. То есть здесь у нас показано три вида недостатков оптической системы глаза. Это миопия, гипермиопия, метропия и также астигматизм. Ну, вот в случае, например, миопии, а, тогда, когда наблюдается, ну, по-другому называем близорукость, у нас изображение предмета будет формироваться перед сетчаткой за счет того, что у нас преломляющие среды глаза характеризуются достаточно сильной способностью, поэтому изображение будет формироваться перед сетчаткой. В случае дальнозоркости у нас, наоборот, оптическая сила глаза будет меньше, чем необходимо, ну, либо же с возрастом данная патология наблюдается, то есть у нас эластичность хрусталика уже будет недостаточно, и за счет этого у нас оптическая сила глаза при рассмотрении предметов вблизи будет недостаточно изменяться кривизна хрусталика, и за счет этого изображение будет получено за сетчаткой. Ну и астигматизм, он характеризуется тем, что у нас наблюдается неидеальная форма роговицы, изменяется кривизна роговицы, кривизна хрусталика. За счет этого у нас получается нечеткое изображение, то есть у нас параллельные лучи не будут сходиться в одной точке, которые соответствуют, которые в обычном случае у нас должны сходиться в одной точке. Ну и в данном случае изображение точки будет в виде эллипса, в виде прямой, ну, в зависимости от того, какой астигматизм в данном случае наблюдается. Ну и давайте поподробнее рассмотрим все эти виды патологий. Так, близорукость давайте смотрим. То есть у нас, если нормальный глаз,
что изображение точки будет находиться на сетчатке. Если близорукий, то есть близорукость может быть как врожденная, так и приобретенная. И врожденная близорукость наблюдается в том случае, если у нас, если у нас глаз имеет удлиненную форму, тогда у нас изображение будет получено перед сетчаткой. И если также у нас оптические среды глаза обладают, оптическая сила сильнее, чем обычно, то в данном случае мы получаем изображение перед сетчаткой. Для того, чтобы получить изображение на сетчатке, скомпенсировать данный недуг, нам необходимы рассеивающие линзы. И при помощи рассеивающих линз, ну или можно сказать, что это двояко вогнутые линзы, получают изображение на сетчатке. Что касается дальнозоркости, то в данном случае у нас наблюдается недостаточная возможность преломления световых лучей. Но, как я уже говорила, что с возрастом данная патология наблюдается, когда у нас хрусталик уже будет характеризоваться меньшей способностью изменять свою кривизну, и либо же может быть врожденная, опять же, патология, тогда, когда укороченная форма глазного яблока. Данную патологию можно исправить при помощи собирающей линзы, ну, либо двояко выпуклой линзы, как мы видим здесь на рисунке. Тогда в данном случае у нас изображение будет уже формироваться на сетчатке, ну и человек уже будет четко видеть данное изображение. Ну, вот можно использовать очки, а можно использовать также линзы. Что касается линзы, то здесь все-таки у нас формируется изображение не только в прямом зрении, но и периферическое зрение тоже будет соответствовать норме, то есть будет получено четкое изображение. Что касается очков, то только вот в прямом направлении мы получаем четкое изображение. Ну и кроме того, также есть лазерные операции, которые изменяют кривизну роговицы, изменяют оптическую силу глаза. Ну, и здесь еще раз можно посмотреть данные патологии. То есть для того, чтобы исправить близорукость, нам нужно уменьшить оптическую силу глаза, потому что здесь происходит чрезмерное преломление световых лучей. И в данном случае увеличивается фокусное расстояние глаза, то есть изображение получает на сетчатке. В случае дальнозоркости у нас изображение, во-первых, первоначально будет за сетчаткой. Нам необходимо увеличить оптическую силу глаза, и в данном случае используют собирающие линзы. Изображение тогда будет получено на сетчатке. Ну и что касается астигматизма, еще давайте выясним. В данном случае у нас изменяется либо форма хрусталика, либо форма роговицы. И предметы, вот как здесь мы видим, они уже имеют нечеткое очертание. То есть световые лучи будут сходиться не в одной точке, а в данном случае либо формируются в виде эллипса, либо отрезка, либо восьмерки, ну, в зависимости от степени астигматизма. Если простой астигматизм, то для коррекции его можно использовать цилиндрические линзы. Ну, тогда в данном случае формируется изображение лучшего качества. Также, опять же, может быть произведена лазерная операция, либо использование линз, которые позволяют уже исправить данный недуг. Ну, еще раз тоже можно посмотреть формирование изображения в случае астигматизма. Так, это вот что касается, были вопросы, которые касались у нас формирования изображения при помощи зрительного аппарата глаза. Ну и следующий вопрос – это уже использование электромагнитного излучения для получения изображения тех предметов, которые мы не можем рассмотреть невооруженным глазом. То есть мы говорим уже сейчас о микроскопе. Сначала рассмотрим световой микроскоп. Ну, то есть все знают, что это оптический прибор для получения сильно увеличенных изображений объектов, которые мы не видим невооруженным глазом. Нас интересует оптическая система микроскопа.
Строение микроскопа, я думаю, вы и так должны знать. Ну и вот в данном случае мы видим, что микроскоп содержит две линзы – объектив и окуляр. То есть до изобретения микроскопа использовали линзу, лупу, и при помощи нее получали увеличенное изображение. Ну, в данном случае у нас увеличение лупы зависит от фокусного расстояния, и бесконечно изменять фокусное расстояние невозможно, потому что это приводит к тому, что возникают аберрации, искажения, и предмет, даже если мы будем модернизировать лупу, линзу отдельно, он будет в данном случае, его изображение не будет соответствовать действительности. Поэтому предложили использовать систему двух линз, это объектив и окуляр. То есть предмет, который в данном случае мы рассматриваем, он будет расположен перед объективом за фокусным расстоянием. От предмета у нас распространяются лучи, которые преломляются в объективе. И далее формируется изображение, которое соответствует предмету при помощи объектива за двойным фокусным расстоянием. То есть вот у нас первоначально предмет обозначен как АБ, а далее у нас формируется изображение А', Б'. Это изображение по отношению к окуляру будет находиться ближе, чем фокусное расстояние, ну а по сравнению с объективом будет располагаться за двойным фокусным расстоянием. Сформированное изображение, оно будет, лучи в данном случае, которые ему соответствуют, будут преломляться в окуляре, и дальше после преломления будут распространяться через оптические среды глаза. Таким образом, на сетчатке мы получаем изображение А', А3 штриха, Б3 штриха. Данное изображение, оно будет увеличенным. Также оно будет будет мнимым и будет прямым. Но данное изображение, почему оно мнимое? Потому что глаз достраивает те лучи, которые попали на сетчатку, до изображения. То есть B2 штриха, А2 штриха – это у нас то изображение, которое будет видеть глаз. Так как на самом деле у нас нет предмета, который давал бы это изображение, изображение будет называться мнимым. То есть за счет преломления оптических световых лучей в оптическом приборе у нас на сетчатке формируется изображение, которое далее достраивается глазом, головным мозгом до получения увеличенного изображения рассматриваемого предмета. Данное изображение будет находиться на расстоянии наилучшего зрения. Ну, и таким образом мы получаем увеличенное изображение рассматриваемого предмета. Ну, и тут можно записать как раз, что объектив у нас создает действительно перевернутое и увеличенное изображение. Это первое преломление световых лучей. Далее происходит вторичное преломление в окуляре, и за счет этого образуется вторичное увеличенное мнимое изображение на расстоянии наилучшего зрения. Ну, и тут у нас еще раз показан ход лучей. То есть сначала в объективе происходит преломление, образуется первичное увеличенное изображение, далее происходит преломление в окуляре и образуется уже увеличенное мнимое изображение. То же самое показано на этом слайде. То есть видим, что вот у нас объект очень маленький, происходит преломление в объективе, далее световые лучи преломляются в окуляре, поступают в глаз. И глаз достраивает те световые лучи, которые попадают на сетчатку, до изображения данного объекта. Объект, который формируется, изображение данного объекта находится на расстоянии наилучшего зрения. Увеличение микроскопа, угловое увеличение микроскопа, ну и вообще, если говорить об увеличении оптических приборов, оно рассчитывается как отношение угла зрения на предмет, полученное при помощи данного оптического прибора, к углу зрения, которое соответствует наблюдению данного предмета невооруженным глазом. То есть чем больше угол зрения, под которым мы видим данный предмет при помощи микроскопа, тем большее увеличение микроскопа в данном случае будет получено.
Так как в нашем случае, если мы рассматриваем микроскоп, у нас используется и объектив, и окуляр, то можно сказать, что увеличение микроскопа, оно определяется произведением углового увеличения объектива и углового увеличения окуляра. И если мы вспомним формулу для данных линз, то можно сказать, что то есть для объектива это отношение оптической длины тубуса к фокусному расстоянию объектива, а для окуляра это отношение расстояния наилучшего зрения к фокусному расстоянию окуляра, то мы получим следующую формулу. Оптическая длина тубуса умножить на расстояние наилучшего зрения и разделить на фокусное расстояние объектива и окуляра. Но опять же, можно изменять, естественно, фокусные расстояния, но бесконечно мы это не можем делать, потому что, опять же, возникают аберрации, искажения. Поэтому световой оптический микроскоп, он имеет все-таки ограничения по увеличению, то есть полезное увеличение не более 1000 примерно. Полезное увеличение связано еще и с разрешающей способностью глаза. То есть мы можем, конечно, получить и больше увеличения, но глаз не сможет воспринимать данное изображение. Итак, что касается следующего вопроса, это разрешающая способность микроскопа. Мы уже говорили про разрешающую способность глаз, тут, в принципе, тоже смысл тот же самый. То есть мы говорим, что это свойство оптической системы давать раздельное изображение двух близко расположенных светящихся точек. Предел разрешения – это величина расстояния между двумя светящимися точками, которые мы видим раздельно при помощи микроскопа или при помощи данного оптического прибора, если какой-то другой прибор используем, например, ту же самую лупу. И у нас вот разрешающая способность и предел разрешения – это обратно зависимые характеристики, то есть чем больше будет разрешающая способность, тем меньше предел разрешения. Ну, вообще, конечно, ученые заинтересованы в получении минимального значения предела разрешения, но опять же это связано, если мы говорим про электромагнитное излучение, это связано с тем, что мы не можем получить изображение объектов, размеры которых меньше, чем длина волны электромагнитного излучения. И вот как раз что касается предела разрешения, у нас он рассчитывается по формуле. Это длина волны оптического излучения. Ну, либо же мы можем говорить про электронный микроскоп, там тоже мы можем оценить длину волны, потому что у нас электрон обладает также и волновыми свойствами. Ну, вот если мы все-таки говорим про оптический микроскоп, то это длина волны разделить на числовую апертуру, а числовая апертура в знаменателе у нас это 2 умножить на n. n – это показатель преломления среды между образцом и объективом. И умножить на синус альфа. Альфа – это половина входного угла объектива. Ну, вообще входной угол объектива – это апертурный угол, то есть тот угол, который образован лучами, крайними лучами светового конуса, входящего в объектив. Исходя из данной формулы, мы можем, конечно, посмотреть, как можно уменьшить предел разрешения и увеличить разрешающую способность. То есть мы можем уменьшить длину волны и можем увеличить числовую апертуру. Но вот что касается апертурного угла, то бесконечно мы его тоже не можем увеличивать, потому что, опять же, возникает аберрация, искажение. Поэтому используют два пути увеличения разрешающей способности. Это уменьшение длины волны и увеличение числовой апертуры. И у нас, как я уже говорила, световой микроскоп у нас имеет все-таки ограниченные способности, то есть у него разрешающая способность где-то порядка 200, ну, 250 нанометров, может быть, сейчас есть современная оптика, не более. И в данном случае уже у нас ограничены возможности, но мы можем, опять же, как я уже говорила, уменьшить длину волны и увеличить числовую апертуру. Вот первая возможность у нас реализована в иммерсионном микроскопе, то есть в данном случае
увеличивают часовую апертуру за счет того, что увеличивают показатель преломления между объективом и объектом, который в данном случае рассматривается. То есть у нас заполняют пространство между объективом и покровным стеклом жидкостью, которая по своим оптическим свойствам близка к стеклу, то есть это может быть глицерин, монобром нафталин, масло. И в данном случае тогда у нас разрешающая способность будет больше, потому что, опять же, если посмотреть на формулу, у нас показатель преломления увеличивается, то есть для воздуха у нас единица, а здесь уже будет больше единицы, за счет этого предел разрешения будет уменьшаться. Ну и кроме того, вот здесь вот у нас показано, за счет того, что мы используем иммерсию, у нас световой пучок не будет испытывать полного внутреннего отражения, как здесь показано, не происходит отражение вот объективом. И в данном случае повышается яркость изображения. Ну и, как я уже сказала, повышается разрешающая способность микроскопа. Это первый путь увеличения разрешающей способности микроскопа. Второе – это возможно использование более короткой длины волны, это ультрафиолетовый микроскоп. Но они не получили широкого распространения, используются они в микроскопах, где используется у нас еще люминесценция, тоже об этом поговорим. Ну, вот если говорить про ультрафиолетовые лучи, их использование, то, естественно, здесь нужно учитывать то, что у нас обычная оптика непрозрачна для ультрафиолетовых лучей, то есть нужно использовать специальные кварцевые стекла, кварцевые линзы. Кроме того, также нам необходимо зафиксировать это изображение, потому что мы не можем воспринимать ультрафиолетовое излучение. И здесь используется либо фотография, либо флуоресцирующий экран. Ну и здесь также используется преобразователь ультрафиолетового излучения в видимую область спектра. Первые предложения вот создать ультрафиолетовый микроскоп были получены в начале 20 века, ну и затем уже вот на основе данной идеи, что возможно уменьшение длины волны, произошла разработка электронного микроскопа. Ну и ультрафиолетовый микроскоп у нас может работать на длине волн от 180 до 400 нанометров. Ультрафиолетовое излучение у нас также используется в флуоресцентном микроскопе. Флуоресцентный микроскоп, он фиксирует свечение отдельных атомов и молекул, и поэтому в данном случае разрешающая способность будет увеличиваться. Здесь у нас показано изображение, которое соответствует делению раковой клетки, то есть у нас вводятся специальные маркеры, флуоресцентные маркеры, связываются с молекулами, ну и вот они соответствуют разным длинам волн. Мы видим, что у нас одни молекулы характеризуются синим свечением, другие красным, третьи зеленым. То есть происходит фиксация данных свечений, и далее уже накладывают одно изображение на другое, получает такую вот картину. То есть в данном случае возможно проследить сразу за несколькими объектами, ну, меняя светофильтры, чтобы сначала получить одно свечение, затем другое. Как устроен флуоресцентный микроскоп? То есть у нас имеется лазерное излучение, которое приводит молекулы в состояние с избытком энергии и вызывает в них свечение. То есть видим, что есть лазер, его излучение идет к образцу, образец поглощает данное излучение и далее наблюдается флуоресценция. Здесь проходит через полупрозрачное зеркало, далее проходит через светофильтр, который у нас пропускает только излучение соответствующей люминесценции, ну и далее при помощи детектора фиксирует это изображение. То есть здесь опять же нам необходимо использовать оптику, которая, если это ультрафиолетовое излучение, является возбуждающим излучением, которое пропускает только данное излучение. Кроме того, также впоследствии, не так давно у нас был смоделирован флуоресцентный микроскоп сверхвысокого разрешения, который позволил получить изображение более мелких объектов, то есть его предел разрешения порядка 20 нанометров. Ну, здесь у нас показаны те объекты, которые мы
не могли рассматривать до получения этого микроскопа. Ну и далее, вот после пунктирной прямой, у нас те объекты, которые можно получить. И здесь как раз можно посмотреть, вот, как в данном случае фиксируется изображение. То есть опять же используются у нас зонды, либо биомаркеры, которые характеризуются флуоресценцией. Ну, здесь у нас флуоресцентный белок. Мы видим, что свечение двух точек мы можем зафиксировать на расстоянии 15-14 нанометров. То есть разрешающая способность микроскопа, этого микроскопа, намного больше. Также у нас работает. То есть если мы используем обычный флуоресцентный микроскоп, то у нас лазерный луч вызывает свечение всех клеток объекта, и в данном случае мы наблюдаем сразу же за свечением всех клеток, которые находятся в зоне возбуждения. В случае микроскопа сверхвысокого разрешения у нас свечение наблюдается только в узком диапазоне, то есть порядка 20 нанометров, например. И это свечение вызывает, опять же, лазерный луч, а вот все остальные молекулы у нас не светятся за счет того, что другим лазерным лучом происходит угнетение этого свечения, то есть это тушащий луч, и за счет этого мы видим свечение только в очень небольшом диапазоне. Лазерный луч проходит по всему объекту, сканирует этот объект, ну и далее уже происходит формирование изображения всего объекта. Ну, здесь как раз описание данного микроскопа. Можно себе записать. Ну и вот при помощи этого микроскопа также у нас было получено изображение, или можно было рассмотреть, как нервные клетки передают сигналы друг другу. В данном случае мы можем наблюдать за живыми объектами, как раз используя флуоресцентный микроскоп высокого разрешения. Тоже здесь у нас показано отличие. То есть внизу у нас изображение, которое характеризуется микроскопом сверхвысокого разрешения, вверху обычный флуоресцентный микроскоп. Так, еще одна возможность получить изображение более мелких объектов – это использование рентгеновского микроскопа. То есть рентгеновское излучение – это, вспоминаем, электромагнитное излучение, но длина волны у нас здесь будет намного меньше, то есть вот используется в рентгеновском микроскопе от 1/100 до 1 нанометра. Разрешающая способность в теории может быть достигнута от 2 до 20 нанометров, но все-таки в настоящее время существуют рентгеновские микроскопы, у которых разрешающая способность не более 5 нанометров. Кроме того, существует также сложность рентгеновской микроскопии. Дело в том, что те среды, которые прозрачны для рентгеновских микроскопов, они характеризуются практически одинаковой способностью преломлять рентгеновские лучи. Поэтому вот здесь возникла проблема формирования рентгеновского луча. Ну и используют различные зеркала, отражатели для получения рентгеновского луча. Кроме того, также было предложено использование линзы Снегирева. Это линзы, которые сформированы внутри какого-либо материала. И вот таким образом были созданы два вида микроскопов. Это отражательный рентгеновский микроскоп и проекционный рентгеновский микроскоп. Что касается отражательного, то он характеризуется максимально разрешающей способностью из рентгеновских микроскопов. Ну а в случае проекционного у нас, ну, здесь можно посмотреть на вид такого рентгеновского микроскопа. Что касается проекционного микроскопа, то здесь изображения получают за счет того, что у нас степень поглощения рентгеновских лучей разными атомами различна. Ну и далее происходит засвечивание, опять же, фотоэмульсии, либо фотодатчик фиксируется. Здесь у нас показано, либо фотодатчик фиксирует те лучи, которые прошли через объект. Здесь у нас показано изображение растения, которое было получено при помощи рентгеновского микроскопа. Ну и вот здесь у нас схема строения рентгеновского микроскопа упрощенная. То есть что нам необходимо иметь?
во-первых, источник рентгеновских лучей, рентгеновская трубка. Далее у нас идет оптика, которая формирует луч рентгеновского луча. Далее происходит взаимодействие рентгеновских лучей с образцом. После этого используется коррекционная оптика, и детектор фиксирует изображение, которое в данном случае было получено. Ну и последний микроскоп, который нам необходимо рассмотреть и который обладает максимальной разрешающей способностью, это электронный микроскоп. Итак, вот здесь у нас показана модель электронного микроскопа 1960 года. Естественно, имеются сложности создания изображений при помощи рентгеновского микроскопа, но дело в том, что у нас длина волны электрона намного меньше, чем длина волны оптического излучения, поэтому мы в данном случае имеем большую разрешающую способность и получаем уменьшение предела разрешения. То есть предел разрешения у нас находится по следующей формуле, и сюда в эту формулу входит формула, которая соответствует длине волны электрона. То есть у нас электрон характеризуется корпускулярными и волновыми свойствами, как раз эти волновые свойства в данном случае мы используем. То есть в данном случае предел разрешения у нас находится как 0,5 h, это постоянная планка, разделить на корень квадратный 2, e это заряд электрона, m это масса электрона, o это напряжение, которое формирует поток электронов внутри электронного микроскопа. Ну, n это показатель преломления среды. И дальше опять же идет синус половины эффектурного угла. Первый электронный микроскоп у нас был предложен, точнее его создание было предложено в 1931 году, а сконструированный у нас здесь как раз показан этот микроскоп в 1932 году ученым Русско, и вот сконструирован данный микроскоп был в 1932 году, а в 1986 году этот ученый получил Нобелевскую премию вместе с другими также учеными за изобретение сканирующего зондового микроскопа. Он получил Нобелевскую премию, то есть через 50 лет после своего изобретения. Кроме того, также у нас здесь показан вход лучей в обычном оптическом микроскопе, где у нас используется световой луч для формирования изображений. И также в электронном микроскопе у нас в качестве формирования изображений используются электроны. И здесь у нас вместо обычных оптических линз уже используются электрические магнитные линзы, которые формируют поток электронов. Кроме того, также у нас внутри данного микроскопа поддерживается вакуум, потому что если будет обычный воздух, то, естественно, будет наблюдаться взаимодействие электронов с вакуумом, и мы не получим изображение. Кроме того, здесь используется анод, который ускоряет электроны. И если мы говорим про просвечивающий электронный микроскоп, то часть электронов будет рассеиваться, часть будет взаимодействовать с объектом. И далее изображение у нас уже получают либо на люминесцирующем экране, либо на фотопластинке. Просвечивающий электронный микроскоп, он характеризуется разностью потенциалов от 20 киловольт до 1 мегавольта, может использоваться для ускорения электронов. Ну а вот энергия электронов у нас колеблется от 80 до 200 килоэлектрон-вольт. И если у нас микроскоп, который использует достаточно большое напряжение, большие мощности, то в данном случае у нас происходит еще и обработка срезов, биологических срезов, которые мы в данном случае рассматриваем, либо солями металлов, либо просто металлами, для того, чтобы наблюдать именно взаимодействие электронов с данным рассматриваемым объектом. Ну и возможно также у нас, давайте вот особенности еще или недостатки нужно посмотреть.
То есть необходимость вакуума я уже сказала. Кроме того, в данном случае у нас необходимо использовать только очень тонкие срезы рассматриваемого препарата. 50-100 нанометров, так как у нас электроны сильно поглощаются в веществе. Ну и используют также у нас для того, чтобы получить контрастное изображение, у нас пропитывают солями тяжелых металлов, и могут быть разрушены некоторые клеточные структуры. За счет работы просвечивающего электронного микроскопа получили изображение некоторых органелл мембраны, также белки можно было рассмотреть, рибосоме. И вот если у нас используется микроскоп с разрешением менее 1 нанометра, то есть предел разрешения где-то 1 нанометр, можно получить изображение вирусов, также цепи ДНК. Это тоже возможно при помощи электронного микроскопа. Еще один из недостатков – это то, что дороговизна в производстве и обслуживании электронного микроскопа. Кроме того, также необходимо размещать электронный микроскоп в устойчивых зданиях, чтобы не было воздействия внешних электромагнитных полей. Ну, как я уже говорила, используются также проводящие покрытия, золото, также может быть палладий. То есть пропитка солями тяжелых металлов используется. Если у нас используется низкое напряжение, то возможно получение изображения без обработки соответствующими препаратами. Ну и здесь у нас показано, например, изображение в электронном микроскопе листа растений. То есть на этом все. Мы рассмотрели, во-первых, разрешающую способность глаза, оптическую систему глаза. Также мы рассмотрели вопросы, которые касаются формирования изображений при помощи микроскопа, оптического, электронного микроскопа и других видов микроскопа. Эта лекция была последняя лекция по физике в этом семестре для студентов первого курса. Благодарю за внимание и до свидания.